В давние-давние времена из-за схожести пятнышек на красивой шубке нашего сегодняшнего героя называли снежным леопардом и даже считали их представителями одного вида с леопардом африканским или индийским. Однако эти мохнатые снежные киски не имеют ничего общего с леопардами, ведь они гораздо сильнее, быстрее и, несомненно, красивее. Встречайте короля горных вершин и чемпиона по скалолазанию снежного барса, он же Ирбис, самого красивого и самого скрытного котика. То, что он скрытный, очень даже хорошо, потому что его популяция крайне мала и вообще очень плохо изучена из-за труднодоступных мест обитания. Ирбисы могут выживать на высоте до 5000 метров над уровнем моря, где кислородный уровень низок, а температура может опускаться до -40. Это делает их одними из самых выносливых млекопитающих на Земле. А обитает красивая и одновременно брутальная киса в горах Центральной Азии. Ирбис отличается тонким, длинным, гибким телом, относительно короткими лапами, небольшой головой и очень длинным хвостом, достигая вместе с хвостом до 2,5 метров в длину. Хвост снежного барса выполняет несколько важных функций. Балансировка. Длинный пушистый хвост помогает Ирбису сохранять равновесие на крутых и узких горных склонах. Это особенно важно при прыжках, которые могут достигать длины до 15 метров. Одеяло. В холодные горные ночи Ирбис использует свой хвост как теплое одеяльце. Он оборачивает его вокруг своего тела, чтобы сохранить тепло, что особенно важно в суровом климате. Коммуникация. Хвост может также играть роль в общении с другими ирбисами. Например, положение хвоста может сигнализировать о настроении или намерениях животного. И при таком длинном хвосте весит ирбис всего-то до 55 килограммов. Шерсть нашего пушистика достойна отдельного разговора. Она высокая, очень густая и мягкая. Ее длина на спине достигает 55 миллиметров. Она обеспечивает защиту от холодных, суровых условий среды обитания. По густоте меха ирбис отличается от всех больших кошек и больше похож на малых. Мех ирбиса не только защищает его от холода, но и служит отличным камуфляжем. Пятнышки и полосы на шерсти напоминают узоры на камнях и снежных участках, делая его почти невидимым на фоне горного ландшафта. Слово «ирбис» русские купцы переняли у тюркских охотников еще в 17 веке, а в 18-м словом «барс» называли леопарда, и оно стало прилагаться и к ирбису. Из-за сходства обоих видов в 19-м начале 20 века укрепилось название «снежный барс». Первое научное описание ирбиса было произведено немецким медиком и натуралистом Йоганном Шребером в 1775 году. Ирбис по набору морфологических и поведенческих признаков занимает промежуточное положение между большими кошками и группой малых кошек. Раньше ирбис включался в род пантеры вместе с другими большими кошками, но позднее он был перемещен в отдельный род снежные барсы, хотя дальнейшие исследования показали, что вид все-таки следует классифицировать внутри рода пантер. И хотя снежный барс долгое время считался из-за пятнышек родственником леопарда, то недавно проведенные генетические исследования выявили его близкое родство, как вы думаете, с кем? С тигром. В общем, ситуация запутанная. Кстати, ролик про амурского тигра можно найти на нашем втором канале «Планета Земля». Как я уже говорил, ирбис – вид исключительно азиатский. Среди крупных кошачьих снежный барс является единственным постоянным обитателем высокогорий. Активничает мохнатая киса как ночью, так и днем, но лучше вкусняшки ловятся в сумерках или ночью. Днем ирбисы преимущественно отдыхают, спят, лежат на скалах. Логово устраивают в пещерах и расщелинах. Часто ирбис занимает одно и то же логово несколько лет подряд. Взрослые горные кисы – это исключительно территориальные животные, ведущие преимущественно одиночный образ жизни, хотя и изредка встречаются и семейные пары. А самки воспитывают котят на протяжении довольно длительного периода времени. Несмотря на любовь к одиночеству, ирбис агрессивно не защищает территорию от других представителей своего вида. Он вполне может дружить домами, с самочками или даже другими пушистыми маньяками-одиночками. Тем не менее, ирбис регулярно совершает обходы своего охотничьего участка.
участка, посещая зимние пастбища и стойбища диких копытных и проверяя, все ли в его имениях хорошо. При этом он двигается, придерживаясь одних и тех же маршрутов. Зачем? Как вы думаете? Просто у него же лапки, и эти лапки мало приспособлены для передвижения по рыхлому снегу. Он вам не рысь. И поэтому на участках, где лежит рыхлый снег, ирбисы преимущественно протаптывают постоянные тропы. Охотиться наша красивая киса предпочитает на крупных копытных, ибо может себе это позволить. Снежный барс способен справиться с добычей, втрое превосходящей его по массе. И растительную пищу, зеленые части растений, траву ирбисы употребляют в дополнение к мясному рациону только летом. Снежные барсы охотятся, естественно, в одиночку, подползая к животному из-за укрытия или засады. Когда до потенциальной добычи остается несколько десятков метров, ирбис выпрыгивает из укрытия и прыжками в 6-7 метров быстро ее настигает. При промахе, не поймав добычу сразу, ирбис преследует ее на расстояние не более 300 метров. Крупных копытных ирбис старается схватить за горло, а потом удушить или сломать шею. Остатки добычи снежный барс обычно бросает, ибо не королевское это дело есть падаль. За один раз взрослый снежный барс может съедать до 3 килограммов мяса. В 3-4 года наши горные отшельники начинают хотеть любви. Сходив к соседке в гости, ирбис примерно через 100 дней становится папой 2-3 котят. Однако помогать одинокой матери он не спешит. Котятки же через пару месяцев готовы ходить с мамой на охоту и совсем не помнят отца. Окончательно к самостоятельной жизни молодые ирбисы становятся готовы лишь на 2-ю зиму. Именно поэтому самочка приглашает в гости соседа только 1 раз в 2 года. В диких условиях главный враг горнолыжного барса, как ни странно, волки. Но их противостояние за территорию вполне естественно. Чего не скажешь о человеческом факторе. В настоящее время численность ирбисов катастрофически мала. Популяция вида в 2003 году по различным оценкам составляла от 4 до 7 тысяч особей. В 20 веке он был внесен в Красную книгу, а охота на них запрещена. Хотя браконьерство никто не отменял. По отношению же к человеку ирбис очень робок, и даже будучи раненым на человека нападает в исключительно редких случаях. Вот так мы платим природе за толерантность к нашим необъятным потребностям. Однако в некоторых культурах снежный барс считается священным животным. Например, в Монголии его считают символом чистоты и силы, а его изображение можно найти на национальных символах. В силу труднодоступности места обитания и низкой плотности ирбисы до сих пор остаются крайне мало изученными. Например, великим умам до сих пор непонятно, зачем ирбис носит свой хвост в пасти, чтобы не мешал или чтобы согреться. Пишите свои варианты в комментариях. Давайте поможем ученым определиться. Для тех, кто долгое время с нами, кто хочет поддержать развитие канала, может перейти на платформу Boosty и Patreon по ссылкам в описании. Там видео будет появляться раньше и без рекламы, а возможно и видео, которых не будет на платформе YouTube. Надеемся, что вы цените наш труд. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забываем ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!